Доброго времени суток, уважаемый зритель. Наконец-то я рад тому, что я записываю видео по установке Арча. Я очень много раз откладывал это видео, долго к нему готовился. Мне хотелось уточнить все детали, разъяснить все те неясности, которые у меня оставались о некоторых деталях процесса установки. И главная цель этого видео – это донесение информации в такой форме, чтобы каждый человек, который посмотрит это видео, в итоге смог с помощью него установить себе этот дистрибутив, прекрасный дистрибутив Arch Linux. Что ж, я предлагаю приступить. Сразу говорю, что я буду производить установку из-под виртуальной среды VirtualBox, но у вас, в принципе, она ничем не будет отличаться, так что это, в общем-то, не так важно. Что ж, давайте приступим к установке. Нажимаем Enter. Я не буду пропускать прекрасный процесс загрузки, со стартовой загрузки Arch, благо он длится совсем недолго, не вижу в этом смысла, и предлагаю насладиться великолепной эстетикой данного процесса. Что-то он думает, вот все, наконец-то закроем какое-то странное окошечко. Welcome to Arch Linux. Спасибо большое. О, гляньте, красота какая. Ну как можно пренебречь подобными красотами? Закроем еще одно окошечко от VirtualBox. Так, Started Open SSH Daemon. Оп, вот мы в руте, в главном root пользователя. И сразу говорю, что в своей установке я не буду рассматривать процесс настройки беспроводного соединения Wi-Fi. Вы можете с ним ознакомиться на данном сайте wiki.archlinux.org. Вот. Там вы найдете огромное количество информации. Это, собственно, ArchWiki, так называемая, который славится своей огромной базой, очень подробной, хорошей документацией. В частности, там вы можете найти информацию по тому, как настроить беспроводное соединение Wi-Fi. Кажется, оно показывается на примере таких утилит, как IW или IWSTL, что-то типа того. В общем, там ничего сложного в принципе нет. Также вы можете просто в любимом поисковике ввести что-нибудь типа Linux Arch, Wi-Fi Setup там, или настройки, и я думаю, первая-вторая ссылка это будет то, что вам нужно. У себя же я продемонстрирую обычную настройку проводного соединения, и начну я с команды IP-Link. Так, команда IP-Link позволяет нам обнаружить сетевые устройства, которые подключены к компьютеру. Что ж, собственно, в частности модем, вроде что-то он обнаружил, это хорошо. И следующей командой ping archlinux.org. Вы можете вместо archlinux.org ввести любой существующий сайт и таким образом его пингануть, то есть проверить интернет. Как видим, все пингуется. Время около 30 миллисекунд, чуть меньше, все нормально. Для того, чтобы выйти из этого, прервать процесс, нажимаем Ctrl, сочетание клавиш Ctrl-C. И далее нам нужно установить время. Для этого вводим команду timedate.ctl set-ntp true. Эта команда позволяет нам синхронизироваться с сервером NTP, который хранит информацию о различном времени, различных часовых поясов. Далее вводим команду timedate.ctl, опять только на этот раз set-timezone Europe/Moscow. Так, и теперь, чтобы проверить все это дело, нажимаем, вводим команду timedate.ctl статус, то есть проверяем статус. И выводим и видим, что все в порядке, time zone, Europe, Moscow, МСК. То есть все нормально. А далее мы воспользуемся стандартной утилитой для разметки разделов диска. Это F-диск. Вы можете посмотреть аналоги, там есть еще, по-моему, CF-диск, еще что-то существует, прочие утилиты. Но это как бы стандартное, я предпочитаю пользоваться ей, чего и вам рекомендую.
Вот. Первая команда, которую мы введем, это fdisk-l с флагом L. И таким образом нужно будет уточнить, какой именно диск, как у вас, то есть как именно в системе называется ваш диск, на который вы собираетесь устанавливать Arch. У меня, во-первых, нужно оговориться, по каким признакам вы можете его определить. Это, во-первых, объем, то есть вы наверняка знаете, какой объем у вашего жесткого диска, и, во-вторых, модель. У меня, так как я под виртуальной средой, мой диск, видите, называется диск, модуль, VBox, Hard Disk. У вас же будет что-нибудь типа, Seagate или Samsung, или какой там модели у вас ваш жесткий диск. И второе, сразу выше, строчка 41,86 гигабайта. Тоже, соответственно, смотрите свой объем. Если у вас терабайт, там будет как бы терабайт, 500 гигабайт будет гигабайт. И информация, которая нам нужна, это самое вот начало строчки, диск, и вот это /dev/sdr. У вас это название может отличаться, например, быть не dev SDA, а dev какой-нибудь SDB, но смысл тот же самый. Вы пишете еще раз команду fdisk, пробел, и передаете в качестве аргумента эту информацию, то есть /dev/sda, или ваше название, которое у вас будет. Оно, скорее всего, будет отличаться. Нажимаете Enter, открывается утилита fdisk, с помощью которой мы будем производить разметку разделов. И первая команда, которую я вам покажу, это M. Она позволяет вывести все вообще возможные команды для этой утилиты. Их не так много, но все их не знаю, даже несмотря на их небольшое количество. Но они мне и не нужны, собственно, и вам, по крайней мере, для достижения тех целей, которые у нас стоят в рамках этого ролика. Вот. Первое, что нужно сделать, это создать так называемый стол разделов именно в формате GPT. GPT это такой стандарт формата размещения таблиц разделов для жесткого диска. И как видите, внизу нам подходит как раз таки команда G, да? То есть create a new empty GPT partition table. Вводим G, нажимаем Enter. Видим сообщение created new GPT disk label, то есть все в порядке, создался стол разделов, и теперь мы можем приступить к созданию непосредственно самих разделов. Для этого вводим команду N, Enter, и далее fdisk предлагает нам выбрать номер для этого раздела, и дефолтный номер это 1. Да? Мы вольны, конечно, изменить его, как видите, в скобочках показано, что от 1 до 128. Можно, конечно, поэкспериментировать, но я не рекомендую этого делать и предлагаю остановиться на дефолтном варианте, то, что нам по стандарту предлагается, единица. Для этого просто нажимаете Enter. Далее важный момент. Вот далеко не все, кто записывает подобные гайды, останавливаются на вот этом моменте и дают ту информацию, которая, на мой личный взгляд, просто необходимо здесь предоставить. А в частности, смотрите, мы сейчас будем размечать этот раздел, да, и указывать сектор памяти, который он будет занимать. Видите, в скобочках у нас идут цифры 2048, какое-то большое число, запятая дефолт. Так вот, это дефолт 2048, это и есть та стартовая точка этого сектора, с которого будет начинаться его пространство. То есть это стартовая точка нашего раздела. Я предлагаю ее не менять и вам не рекомендую, особенно если вы новичок, и оставить ее как есть. Для этого просто нажимаем Enter. Далее, следующим шагом, нам необходимо указать объем того раздела, который мы выделяем. Я обычно выделяю первым разделом корень, это раздел, в который устанавливается непосредственно операционная система, то есть наш Arch, и рекомендую делать его не менее 20 гигабайт. Я, конечно, слышал варианты, что люди и 15, там, и 10, и даже, по-моему, меньше бывает выделяют, но я вам не рекомендую это делать и предлагаю остановиться хотя бы на 20, а так обычно я стараюсь около 100, где-то 100, хотя бы 70 гигабайт выделять. В данном случае в учебных целях, так как я выделил всего 40 гигабайт, я здесь выделю 20 для надежности. Для этого напишу плюс 20 и G большое, что важно, именно G большое. Пишем, нажимаем Enter. Так, видно сообщение, да, то, что created new partition, то есть создан новый раздел с номером 1 типа Linux File System. Все нормально. Вводим еще раз Enter, вводим еще раз End.
Нажимаем Enter, опять предлагает f-диск номер 2, не вижу смысла с ним спорить, нажимаем Enter. Видите, точка, та самая точка, которая была стартовой точкой для разметки первого раздела, она сдвинулась, так как мы выделили память, поэтому теперь стартовая точка в другом месте памяти находится. Опять же, я предлагаю ее не менять, очень не рекомендую, нажать просто Enter. Далее мы выделяем объем под этот раздел, объем памяти, который он будет занимать. И обычно это Home, я вторым по счету выделяю. Я здесь выделю в качестве учебных целей просто 10 гигабайт. Вы же выделяете столько, сколько вам необходимо для повседневной работы, для хранения данных, там, мультимедийных, книг, игр и так далее и тому подобное. Ну, тут уж сколько душе угодно, сколько у вас позволяет там дисковое пространство, хоть 500 гигабайт, хоть терабайт, сколько угодно. Я же оставлю просто 10 гигабайт плюс 10 G. Еще раз нажимаем N, то есть создаем новый раздел. Еще раз также оставляем номер раздела 3. Также мы видим, что подвинулись, но также принимаем стартовую точку такой, какая она есть на текущий момент. Нажимаем Enter. И вводим. Теперь, смотрите, важно, что третьим разделом я обычно создаю так называемый EFI-загрузчик для загрузки операционной системы. И для него достаточно около 500 мегабайт. Ну, как-то так повелось, я выделяю 550. Пишем плюс 550, но теперь уже не G большое, а M большое. То есть мегабайты. Нажимаем Enter. Видим, что все вроде нормально. Нажимаем еще раз N. Соглашаемся с номером 4 для этого раздела. Опять же, соглашаемся с точкой, откуда мы будем размечать этот сектор. Нажимаем Enter. И я в этом случае выделю... да, самое главное, забыл упомянуть, какой раздел мы выделяем. Это будет так называемый swap раздел. Называется еще раздел подкачки. Выделяет его обычно, ну, по-разному. 2 гигабайта, 4, 8, 16. И многие вообще говорят, что он просто не нужен никому сейчас. Я же предпочитаю, может, под старой памяти, я как ответственно отрекомендовать не смогу его как что-то такое необходимое, но по старой памяти выделяю. Работает он следующим образом. Вы просто предоставляете из области своего жесткого диска несколько гигабайт памяти для того, чтобы воспользоваться ей в случае, если ваша оперативная память заканчивается. То есть она заканчивается, тогда оттуда как бы будет взят этот кусочек. Если вы его не разметите, вот такой возможности у операционной системы не будет. Так что я советую все-таки выделить хотя бы немного памяти в масштабах жесткого диска, там 4-8 гигабайт, это не так много. Я же оставлю все свободное пространство, которое осталось от моего небольшого диска в 40 гигабайт, и просто нажму для этого Enter. И таким образом займется все оставшееся пространство моего диска. Нажимаю Enter, вижу, что все вроде нормально. И следующим действием, которое мне необходимо произвести, это просто поменять для загрузчика, то есть третьего, да, раздела, и для свапа четвертого раздела типа этих разделов, потому что сейчас они являются типом Linux File System, нас это не устраивает. Для этого нажимаем T, Enter. Ну, я выберу сначала третий раздел, это загрузчик будущий. И далее, смотрите, вы можете нажать сразу необходимый тип раздела и присвоить его выбранному номеру, да, выбранному разделу, либо нажать L большое латиницей, да, нажать Enter, и тогда вы получите список всех типов разделов, то есть все типы, которые можно присвоить. Нажимаем Enter, я продемонстрирую вам, как это выглядит. А здесь мы видим то, что EFI загрузчик является первым номером, да, то есть для того, чтобы его как бы поменять на тип EFI загрузчика, нужно использовать именно один. Выходим из списка, для этого нажимаем Q и вводим один. Нажимаем Enter, видим, что partition, то есть раздел, сменился его тип с Linux File System на EFI System. Это то, что нам нужно было. Вводим еще раз это, как нам нужно поменять тип для свапа. Вводим 4, у меня это swap. И еще раз покажу, что с помощью большой можно получить список, да. То есть ищем swap, видим, что 19 позиции стоит Linux swap, это то, что нам надо. Нажимаем Q, выходим отсюда, пишем 19, Enter. Все, видим, что тип поменялся, все вроде нормально.
Далее нужно обязательно не забудьте ввести команду W. Это позволит сохранить, то есть записать все изменения, которые мы произвели с нашими разделами. W, Enter. Так, теперь еще раз вводим fdisk-L и смотрим, что мы получили. Мы видим, что что-то изменилось. У нас появились графы device с еще дополнительными графами start и так далее. Это, собственно, те самые разделы, которые мы только что разметили. Их можно определить и по типу файловой системы. В конце, видите, type написано Linux File System, EFI System, Linux Swap. Да, и по размеру, который мы выделяли. То есть, соответственно, первые два раздела это корень и home соответственно, и 550 мегабайт EFI загрузчик, и четвертый раздел это Linux Swap. Вот, мы убедились, как называется. Самое главное, кстати, да, важная информация, то, что нас наиболее интересует, это название вот девайса, да, нашего раздела. Это def, sda1, def, sda2 и так далее. Потому что сейчас мы будем заниматься форматированием каждого из них. И начнем мы с раздела загрузчика. Для этого введем команду mkfs.fat пробел-f большое 32. И указываем вот название девайса, да, как бы нашего, ну, так он называется, раздела. /dev /EFI System, да, загрузчик SDA3. То есть тот раздел, который EFI System. Нажимаем Enter, форматируем. Дальше отформатируем swap. Для этого введем mk swap, пробел, указываем Linux Swap, то есть /dev /SDA4. Enter. Так, нормально. И теперь нужно активировать swap раздел. Для этого используется команда swap-on. И также указываем раздел /dev /SDA4. Так, следующим пунктом форматируем mkfs. И теперь указываем, мы сейчас будем форматировать корень и home. Для этого мы используем вот такую команду mkfs.ext4. ext4 это стандартный тип файловой системы Linux. Существуют другие, там btrfs, еще какие-то. Я вам не советую, опять же, особенно если вы новичок, не советую менять ext4 на что-либо другое. Так что показываю именно такой вариант. Еще раз, mkfs.ext4. Указываем сначала корень, например. Можно и home, но я начну с корня. /dev /sda1, опять же из той таблицы, которую мы выводили fdiskом. Так, корень отформатировали. Теперь mkfs, опять же ext4 для home. И указываем home из той же таблицы. /dev /sda2. Отформатировали. Теперь нужно примонтировать корень только что отформатированный к специальной папке mnt. Для этого опять пишем раздел, который у нас является корнем, /dev /sda. В моем случае у вас опять-таки может отличаться это название. Вот, и монтируем к специальной папке mnt. Примонтировали. Теперь нужно создать директории, то есть папочки, да, с помощью команды mkdir, makedir. В этой же специальной папке mnt первая папка, которую мы будем создавать, будет называться EFI, то есть указываем весь путь mnt EFI, нажимаем Enter, опять пользуемся командой mkdir, создаем еще одну папочку там же в mnt, /mnt/home, это для home, соответственно. Теперь я предпочитаю проверить правильность того, что я сделал. Нажимаю KD, нажимаю MNT, захожу в эту папочку. И потом нажимаю LS. Ввожу Enter. Вижу, что все вроде нормально. EFI, Home создались. Теперь нажимаю KD, просто Enter, возвращаюсь в root. И теперь я наконец могу примонтировать сначала загрузчик, используя опять то имя, которое мне показывал fdisk. Не забывайте, если вы забыли, как называется ваш загрузчик, то введите команду fdisk пробел-l, вот, и оттуда прочитайте. У меня я помню, как называется. Вон, еще даже можно уловить на экране /dev /sda3 и
монтирую в только что созданную папочку mnt-efi. Далее монтирую home по такому же принципу, беру название /dev /sda2 у меня home. Так, в том самом списке, да, и /mnt/home. Монтируем. Так, и теперь, наконец, вроде бы все должно быть нормально. Мы готовы к первичной установке самых базовых пакетов. Это мы делать будем с помощью команды pacstrap. Pacstrap — это такой специальный установочный агент, который нам позволит эти пакеты установить. Для этого пишем pacstrap, пробел, mnt, будем в mnt устанавливать опять, и пишем пакет base, Linux, это ядро. Кстати, ядра можно менять, там Linux Zen, еще какие-то есть даже геймерские ядра, которые вроде бы по слухам должны как-то производительность в играх увеличивать. Ну, я обычно выбираю, всегда выбираю стандартное ядро. И еще пакет Linux-firmware, то есть 3 пакета: base, Linux, Linux firmware. Вроде не ошибся, вроде все нормально. Нажимаем Enter. Продолжаем установку. Теперь нам нужно, так сказать, рассказать операционной системе о точках монтирования наших разделов. Для этого мы воспользуемся специальной командой gen-fstab, пробел, флаг U большое, именно большое, пробел /mnt, вот такие 2 стрелочки через Shift, где буква U русская ставится, пробел mnt. Собственно, эти стрелочки позволят нам записать информацию, которая сгенерируется gen-fstab, в файл, который мы указываем по вот этому адресу mnt etc/fstab. Вот табом можно закомплитить все это дело. Нажимаем Enter. Далее я предпочитаю обычно проверить то, что получилось. Пользуюсь я обычно Vim для этого. Это такой текстовый редактор великолепный. Вот. Вводим тот же самый путь, проверяем, что записалось. Прекрасно все записалось. Видим, что здесь у нас ext4, это корень. Видите, корень. Вот. Дальше идет EFI загрузчик. Дальше Home и, наконец, Swap раздел. То есть все нормально. Выходим отсюда через комбинацию. Да, кстати, надо обязательно вам сказать, как выйти. Нажимаете двоеточие, то есть зажимаете Shift и букву G русскую, да, таким образом двоеточие. Нажимаете Q и Enter. Все, выходите отсюда. Можно написать команду Clear, очистить таким образом терминал. Или просто нажать, кстати, Ctrl-L, что то же самое. Опущу немножко вот так вниз, чтобы все было видно. А дальше нам нужна команда смены каталога корневого. Для этого вводим arch-chroot, то есть change root, поменять корень, пробел /mnt. Вот такая команда. Enter, поменяли корень. Теперь нужна вот такая команда. Таким образом мы создаем symlink. Ну, symlink можете воспринимать что-то типа как ссылки. Если в Windows не ссылки, виноват. Что-то типа ярлыка в Windows, если попытаться провести аналогию. Так, указываем откуда. Виноват, user share, zone info, Европа, Москва. И вот сюда пробел etc/localtime. Localtime. Так, и теперь less. Проверим. Все нормально. Далее идет команда, которая запрашивает и устанавливает аппаратные часы на системные. Вводим HW
clock, пробел 2 тире, это именно 2 тире, sys toh s, c. Ну, проверяйте, это то, что я говорю, это не истина в последней инстанции, могу ошибиться, проверяйте еще именно то, что я пишу. Так, далее vim. Нужно открыть вот такой файлик. Locale gen. Vim надо, да, виноват. Сейчас нужно установить Vim. Для этого вводим pacman, пробел-s большое и Vim, пробел Vim. Соглашаемся, устанавливаем Vim. Так, готово. Теперь, наконец, можем открыть Vim, apc, locale gen. Открываем, и здесь нам нужно две строчки. Нам нужно найти, во-первых, строчку n. Да, для поиска в Vim вы можете нажать слэш. Можете, конечно, руками искать, но это менее комфортно. Можете нажать слэш, вот такой вот именно слэш. И дальше начать сразу вводить строчку, которая нам необходима. n us .utf. Он ищет пример. Хорошо, тогда сделайте следующее. Немножко опуститесь вниз, а то он нашел в примере именно ту строчку, которая нам нужна. Нам нужна именно она чуть ниже. Чуть-чуть спустите каретку вниз, нажмите слэш и введите n подчеркивание us. Все, этого достаточно. Enter. Мы достигли того, что нам надо, и убираем вот здесь комментарий, то есть вот этот хэштег. Для этого нажмите I, вы войдете в режим редактирования, на Backspace удаляете символ хэштега, потом нажимаете Escape, нажимаете Shift, двоеточие и W, и Enter. Теперь вы записали, то есть сохранили изменения. Ищем вторую строчку. Аналогично. Слэш, ру, подчеркивание, ру. Ну вот, примерно где-то здесь. Enter. Ищем строчку ру, подчеркивание, ру, UTF-8, пробел UTF-8. Так, где она? Да, вот она. То же самое. Нажимаете I, входите в режим редактирования, Backspace, удаляете, Escape, двоеточие, то есть Shift и G, да, русская. И здесь просто W, Enter, записываете. Еще раз нажимаете двоеточие, то есть Shift, двоеточие, Q и Enter. Выходите из Vim, нажимаете команду Clear или Ctrl-L для того, чтобы очистить терминал. Так, это раскомментировали. Теперь нужна команда locale gen, чтобы сгенерировать локаль. Так. Есть. И теперь нам нужно с помощью команды echo записать вот такую вот информацию. Такую вот команду. Так, двойные кавычки. lang равно n, подчеркивание us, .utf-8, двойные кавычки, ставите одну вот такую штуку, чтобы записать все в файл, который мы укажем следующим аргументом. Укажем такой путь etc locale.conf. Вот так. Так, проверим. lang n us. Ну, вроде все правильно. Нажимаем Enter. И следующее действие, которое нам необходимо произвести, это записать файл по такому пути. Ну, с помощью Vim можно это сделать сразу. То есть пишем Vim /etc /hostname
И в этом файле нам необходимо записать, опять же, нажимаем I, не забываем, чтобы войти в режим редактирования. Необходимо записать имя компьютера. То есть имя компьютера вы указываете то, которое вам заблагорассудится. Как бы. Ну, я для примера, обычно у меня компьютер называется CyberKernel. Такое вот пафосное название. Сохраняю, опять же, Escape, двоеточие W, Enter, двоеточие Q, Enter. Выхожу из Vim, все нормально. Чищу терминал, чтобы не мешался. Пущу опять вот так, чтобы он все видно было точно. Открываем следующий файл Vim с помощью Vim /etc/hosts. Здесь в этом файле нам необходимо указать локальные доменные имена для конкретных адресов, для того, чтобы работать в сети, в интернете, и если вам нужно будет организовывать сеть с вашим компьютером. Вот. Опять же, не забываем, чтобы войти в режим редактирования в Vim, необходимо нажать I. Входим в режим редактирования и пишем следующую информацию. 127.0.0.1, 4 пробела я ставлю обычно, localhost. На следующей строчке 2 двоеточие 1, такой же отступ я ставлю, чтобы симметрично было, localhost. И дальше 127.0.1.1, такой же отступ. Здесь имя компьютера, в моем случае это CyberKernel. Дальше точка local domain, 4 отступа я делаю. И опять имя компьютера. То есть поняли, это ваш CyberKernel, это мое имя компьютера, вы же подставляете свое. Все остальное один в один. То есть адреса, local domain и так далее. Нажимаете Escape после того, как закончили редактирование. Двоеточие W, Enter, записываем, опять двоеточие Q, Enter, выходим. Очищаем терминал командой, либо Ctrl-L. Так, и далее нам необходимо создать нашего пользователя, уже не рутового, а обычного пользователя для этого. Ну сначала можно, в принципе, ввести пароль для рутового именно пользователя. Для этого вводим команду passwd, нажимаем Enter и вводим любой пароль. В моем случае вы вводите понадежнее, особенно для рута. Так, пароль корректно, успешно обновлен, это хорошо. Теперь вводим уже пользователя, не рутового, обычного. Для этого пишем команду user add с флагом "-m" и имя пользователя, любое, какое вам привычно, какое заблагорассудится. У меня это обычно кибердемон в последнее время. Добавил пользователя, а теперь уже для него мы добавляем тоже пароль с помощью той же команды passwd, но в качестве аргумента мы передаем ей то имя пользователя, которое только что создали. То есть я передаю свое, вы передаете свое. Нажимаю Enter, ввожу пароль, подтверждаю его. Все нормально. Password update successful. Все хорошо. То есть обновлен корректно. Так, далее нам нужна команда usermod. Добавляем права на использование определенных полезных вещей. Именно без пробелов, ребят, заметьте, что все вот эти штуки, will, audio, они пишутся без пробелов. Optical и storage. Так. Да, пользователя в конце нажимаете пробел после всех этих аргументов и вводите имя вашего пользователя, чтобы дать доступ ему ко всему этому делу. Так. Дальше команда user dbctl groups-of- user и опять же ваше имя пользователя. Так,
Теперь необходимо с помощью пакетного менеджера Pacman, опять же вспоминаем Pacman-S большое, установить суда, права суперпользователя. Да, соглашаемся. Так, и после этого мы можем, во-первых, установить стандартный редактор текста по умолчанию. Я сделаю в качестве него Vim. То есть для этого нужно просто написать editor вот таким капсом равно и указать тот редактор, который вы хотите использовать по умолчанию. Я выберу Vim, как я уже сказал. Далее вводите команду vsudo. И дальше ищите строку вот такую. То есть вспоминаем в Vim, искать с помощью слэша. Нашли строку, ее опять надо раскомментить. Нажимаете I, чтобы войти в режим редактирования в Vim. Удаляете вот это дело. И, собственно, вставляете как есть. Escape, двоеточие, W, записываем, двоеточие, Q, Enter. Вышли, очистили экран. Опускаю чуть ниже. Дальше нам необходимо, опять-таки, с помощью пакетного менеджера Pacman установить загрузчик Grab. Соглашаемся, конечно же. Так, и потом установить еще некоторые утилиты для него. Это EFI boot mgr, DOS FS tools, OS-prober и mtools. Так, ну, вроде нигде не ошибся, надеюсь. Проверю. EFI boot mgr, DOS FS tools, OS-prober, mtools. Вроде все правильно. Нажимаем Enter, да, все, соглашаемся, все нам очень хочется, очень надо, конечно же. Готово. И смотрите, дальше важный момент. Если Linux, да, Linux Arch ваша вторая операционная система, и вы хотите сделать dual boot с Windows, то вам необходимо произвести, если нет, то вы можете пропустить эту команду, это действие, да. Если да, то вам необходимо сделать следующую вещь. Открываем, например, опять же, с помощью Vim файл, который лежит по такому адресу. etc/etc default grab. Вот, ну да, grab, и нажимаете Enter. И здесь можно прямо вот ниже вот этой строчки, да, вот, grab cmd line Linux, вписать следующую строку. Grab disable OS prober равно false. Все, escape, сохраняем. Опять же напоминаю, чтобы войти в режим редактирования в Vim, нужно нажать I, потом выйти escape в нормальный режим, нажать двоеточие и записать W. Нажать Enter, опять двоеточие, Q, выйти. Очищаем все это дело. Все, это позволит вашему Arch существовать вместе с Windows вполне себе комфортно, и можно будет загружать и то, и другое без каких-либо проблем. Так, возвращаемся к тому, с чего начали. Лучше продолжаем, на чем закончили. Так, теперь нам нужно создать директорию очередную. Директория вот такая будет по такому адресу. Boot EFI. Вот так. Большими буквами. Хотя вроде можно небольшими, но лучше большими создайте. От греха подальше. То мало ли что. Но я обычно большими создаю, хотя вроде бы это не супер критично. Ладно, создаем EFI большими буквами. Дальше mount. И маунтим наш раздел загрузчика. У меня, напоминаю, это могу еще раз вывести команду fdisk-l. fdisk-l. У меня это dev/dev/sda3. То есть я буду монтировать свой загрузчик /dev/sda3
к только что созданной папочке, то есть по пути boot efi большими буквами. Примонтировал, и дальше нужна такая вот команда grab-install пробел 2 тире target. Проверяйте все равно то, что я пишу, не только то, что не ориентируйтесь только лишь на то, что я говорю. Равно x86, подчеркивание, 64 тире efi пробел 2 тире boot loader-id равно grab, подчеркивание, у efi пробел 2 тире recheck. Enter. Так, установился загрузчик, благо, отлично. Так, платформа, no error reported. Это хорошо. Все правильно. Дальше генерируем grab config, mk config. Так, сейчас, секундочку, проверим на всякий случай, просто для своего собственного успокоения и для отсутствия у вас каких-либо проблем. Да, тут все нормально. Хорошо, уходим отсюда. Так, возвращаемся все-таки к команде для генерации конфига граба. Grab mk config, то есть make config. mk config. Пробел-флаг o. Маленькая слэш boot. Слэш grab. Grab. Тихо, grab. Тут табом не надо автозавершение делать. Grab kfg. Так, generating. Все, вроде все хорошо. Так, ну и что нам осталось? Осталось установить с помощью команды sudo pacman-s dhcp. Так, сейчас. dhcpd. Это тулза, которая позволит нам настроить интернет. Ошибся, что ли? DHCP. CD. DHCP CD, да. Устанавливаем. Так, ну вроде все нормально. Теперь нужно выполнить выход и просто перезагрузиться. Быстренько перезагружаемся. Вот наш арчик. В принципе, он уже, базовая установка, можно сказать, завершена. Но я быстренько покажу вам еще, как установить самые базовые вещи. Так, уберу вот это назойливое окно, которое уже, по-моему, в 3-й или 4-й раз здесь появляется. Так, ну, смотрите. Во-первых, нужно, естественно, да, вот эту команду точно вам захочется ввести. Это активировать интернет. Для этого вводим systemctl enable dhcp cd. SSDNet виноват. Нужно это под правами суперпользователя делать. То есть давайте вначале sudo systemctl enable dhcp cd. Так, password просит, вводите ваш пароль именно от пользователя. Я, наверное, неправильно ввел. Я, конечно, неправильно ввел. dhcp-cd, не ошибаемся, стараемся. Так, все вроде получилось. И теперь нужно ввести sudo pacman-sy, обновить пакеты. Рано, виноват, рано. Заходим через sudo и с помощью vim по следующему пути и /etc /pacman-conf и ищем здесь опять же с помощью слэша следующую строку. Хэштег, квадратная скобка открывается, мультилип. Вот она, собственно, есть, только чуть пониже. Вот, чуть-чуть пониже, вот здесь. Да. Ее и следующую строку под ней. То есть опять входите в режим редактирования с помощью кнопки I. Удаляете здесь хэштег, escape. Входите здесь.
I, удаляете, Escape, двоеточие, W, Enter, двоеточие, и выходим отсюда. Очищаем терминал, еще раз опущу, чтобы все было точно видно. Так, и вот теперь мы наконец можем обновить Pacman, чтобы получить доступ к дополнительным пакетам. Можно вот так сразу даже написать WI и U. Так, что такое? Так, что-то мог забыть, да? Sudo pacman svvu. Так, откроем еще раз с помощью vim etc pacman.conf. Проверим мультилип. Так. Интересно, вроде бы все должно быть нормально. Выходим отсюда, очищаем. Sudo pacman. Теперь может достаточно SY одного. Так, а что-то не хочет, да? Попробуем еще раз systemctl активировать. DHCP CD. CD, забываю. Ну, вроде активирован, да? Попробуем pacman свай. Ладно, вот остается только попробовать перезагрузиться. Делаем excite. Стоп. Reboot. Ой, сейчас через sudo, кстати. Перезагружаемся. Может, интернет он не подрубил еще. Вот, да. Ну, видимо, что-то он не успел подгрузить. Так, все. Обновились зеркала для Pacman. И теперь можно установить... запомнили, да, что нужно еще одну перезагрузку сделать, если вдруг, не всегда, кстати, такое бывает, иногда вроде сразу подхватывает, иногда нужна перезагрузка, ну, если, то есть, зеркала Pacman не видит, да, на попытку обновления, то, следовательно, просто нужно сделать одну перезагрузочку, и все должно встать на свои места. Вот, все. Теперь мы можем установить дополнительные штуки. Я сделаю что? Я установлю, во-первых, шрифты красивые. -s, на sudo pacman-s, ttf-jetbrains-mono. Это один из моих любимых шрифтов. Я давно на нем уже сижу. Так, устанавливаем его. Это первое. Еще очень необходимые штуки, без которых вы вряд ли обойдетесь, если не хотите, конечно, в терминале сидеть все время. Это Xorg, заветные иксы, Xorg сервер, Xorg Sinit, ну да, и сервер, Xorg Sinit и Xorg сервер. Вроде ничего не забыли. Да, все, конечно, все устанавливаем. Так, процесс установки иксов закончен, и осталось буквально пару команд. Так, первое, что мы сделаем, с помощью команды echo добавим вот такую строчку незамысловатую. Двойные кавычки, exec, пробел i3, двойные кавычки, опять двойные стрелочки вправо, точка, xinit rc. То есть добавляем вот такую строку в этот файл.
Вот, и все, что осталось сделать, это просто установить как раз-таки тот самый i3 тайлинговый Window Manager, который будет нашим легким окружением, на котором я продемонстрирую, что все, я надеюсь, в порядке с установкой. Вводим sudo pacman-s i3. Пароль пользователя, именно не рутового обычного. Ну и устанавливаем все, что он предлагает. Default. Yes. Так, отлично, установка закончилась. Ну и наконец мы можем проверить результаты всех этих стараний, введя команду startx. Таким образом мы запускаем иксы, вот, оконную систему Linux, которую устанавливали предыдущей командой, все ее сервисы, и посмотрим на результат. Что ж, уже неплохо, видим, что i3 корректно работает, предлагает вот нам выбрать, сгенерировать ли ему стандартный конфиг. Давайте согласимся, нажмем Enter для этого и выберем стандартную мод клавишу, это WinK, можно Alt, можно и другие поставить, но это тема для отдельного разговора. Так, нажимаем еще раз Enter, и, собственно, мы оказались в i3, но совершенно не настроенном. Его, конечно, надо настраивать, но главное, что он работает, это можно продемонстрировать. Да, я забыл терминал. Нет, я все-таки доведу до конца. Давайте тогда еще разочек перезагрузимся. Можно выйти тогда пока из i3. Перезагрузиться, все-таки я установлю терминал, чтобы продемонстрировать там хотя бы базовый функционал. Я, наверное, обрежу этот момент. Так, sudo pacman-s, и я выберу Alacrity. Это мой стандартный терминал, он очень легкий, отличный вариант. Устанавливаем Alacrity. Может и перезагрузка не нужна, в принципе, будет. Запускаю иксы, сразу startx. Нажимаем Mod Enter, это Win клавиши Enter, и вижу, что терминал в полной боевой готовности, все работает. Продемонстрируем элементарные возможности i3. Тайлинговый менеджер умеет делать вот так окна, между ними легко можно перемещаться с помощью горячих клавиш. Можно, допустим, снизу вот так окошечки поставить, в них что-нибудь пописать. Перемещать их можно по-разному. Очень крутая штука. Короче, советую попробовать, если кто-то не пробовал. Что ж, ребят, установка Arch закончилась. Очень рад, что записал этот видос. Я очень старался. Я надеюсь, что вам было все, ну или почти хотя бы все понятно. И что самое главное, что вам удалось установить, что вы получили тот же результат, что я сейчас вижу у себя на экране. Если кому помог, ребят, надеюсь, что помог всем. Помогу всем, кто посмотрит это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Да, еще информация такая, я вообще еще стримы веду. Я оставлю ссылочку в описании под этим видео, так что милости просим, заходите в гости. Вот, ну и спасибо еще раз за внимание. Я постараюсь почаще выпускать контент, который будет относиться, в частности, к Linux, его настройки и особенно к программированию. Вот. Меня эта тема не так давно увлекла, но увлекла очень сильно, и хочется, так сказать, уже накопилось достаточно информации, которой хочется поделиться. Так что все, ребят, спасибо за внимание, буду стараться появляться почаще. Всем пока!